Итак, у вас появилась лишняя камера, и вы хотите ее подключить как переднюю камеру на автомагнитолу, чтобы наблюдать. Иногда можно ставить переднюю камеру, в том числе в знак логотипа автомобиля. Это может быть разные камеры. Можно просто использовать стандартный кубик двух типов. Вот они у нас. А может быть и, например, специальная камера для логотипа, как вот для автомобиля Volvo. Как же подключить эту камеру правильно, чтобы она у вас работала? Во-первых, автомагнитола должна это поддерживать. Не все автомагнитолы поддерживают эту функцию. Большинство, но не все. Магнитолы Jansun это поддерживают. Дальше вам понадобится RCA кабель. Обратите внимание, вот такой вот кабель на порте 10 предназначен только для камеры заднего вида. И он не подходит. Для подключения камеры переднего вида нужны вот такие RCA кабеля. Они есть разные, с разными названиями и какой же порт использовать. В зависимости от размещения разъема на 20 пин можно использовать разный порт. Давайте возьмем вот здесь. Вот здесь находится у нас этот порт. Любой RCA кабель, какой попал, подключаем сюда. И вот здесь у нас есть второй разъем с этой стороны, 18, либо 17 он называется. Это у нас в данном случае желтый AUX V и V-Out 1. Почему AUX? Потому что есть специальная программа для работы AUX. Но есть еще написано вот фронтальная камера. Фронтальная камера тоже будет работать, но это зависит еще от магнитолы. Можно две камеры поставить. В этом вот RCA кабеле у нас идет кабель, называется SV-BC in One. Его расположение, это вот этот красненький, с этой стороны 18, и вот он идет. Вот, пожалуйста. Его можно использовать. Давайте переставим. Возьмем не этот, например, а этот кабель. Дальше. Со стороны камеры. Если камера у вас вот такого типа, то есть она не имеет тюльпанов с обеих сторон, то вам нужно со стороны камеры подключить только черный кабель на массу. Только черный кабель на массу. Красный заизолировать. Со стороны магнитолы подключить желтый вот сюда. И в данном случае только сюда можно это сделать. А красный, вот этот короткий, подключить на питание. Питание можно дать постоянное, но лучше подать на то питание, которое будет у вас исключительно при включении зажигания. Найти такой провод, который подает питание во время включения зажигания. И тогда будет работать камера. Давайте же посмотрим на практике, как это работает. Но перед этим еще посмотрим, как же подключить, если у вас камера другого типа. Вот такая, с двумя тюльпанами. Встречается очень часто. Идет вот такой вот провод, два тюльпанчика и вот такой выход. Принцип тот же самый. Вы подключили это, подключили с этой стороны. У вас появился здесь красный, но красный здесь не используется вообще. Он вам не нужен. Подключаете только черный на массу автомобиля, минус. А со стороны самого прибора подключаете на этот вход. Он может называться по-разному. Может вообще называться как-то по-левому. Но именно важен он. Нужно смотреть на распиновочку. Вот сюда. И распиновку к магнитоле. А красный подаете на 14 вольт. Ним как постоянного, если вам нужна камера, чтобы постоянно работала. Понятно, что нужно подключать на питание, которое появляется только с включением зажигания автомобиля. Идем проверяем, смотрим, как это все работает. Давайте посмотрим, что я сделал. Вот я подключил. Надеюсь, видно. Сейчас немножко подсветочки добавим.
Вот я подключил на желтый тюльпан. Красный от него я подключил на питание 12 вольт. Это я беру от блока питания компьютера. И черный со стороны, вот они два, один и второй. Черный со стороны камеры я подал просто на массу. Ну и как видите, все работает. Как же запустить это все дело? Заходим в магнитолу. В магнитоле есть не вот эта вот фронт-камера. Эта опция появилась в новой прошивке. Здесь не будет работать. Это другой порт, это так званый 17 порт. А вы используете AV-IN. И вот вы подключаете стандартную камеру. И больше ничего не надо. Камера будет включаться по... Попробуем сейчас подключиться под фронт-камеру. Приложение, которое появилось в новой прошивке. Вот я подключил под приложение фронт-камера. Включаем AV-IN. Сигнала нет. Подключаем фронт-камера. И мы снова имеем сигнал. Но, обратите внимание, для того, чтобы мне это сделать, мне пришлось взять другой тип RCA кабеля. Потому что это уже A17 порт, который находится выше. Соответственно, там просто не было в том кабеле этого выхода. Но его можно сделать. Главное, чтобы были пины. А какой RCA кабель, это уже не важно. Можете просто это все переделать, взяв любой кабелечек. Вот так вот можно подключить камеру переднего типа. Главное, нужно помнить, что не все магнитолы могут это поддерживать, узнайте перед этим. И посмотрите, какой RCA кабель вам больше всего нужен.